Ты когда-нибудь думал, что по любой картинке можно искать конкретный документ, по документу можно искать аудиофайл, или через обычный голос можно найти конкретное место в видео? Я тоже не думал, но я попробовал, и это реально меня удивило. Но обо всем по порядку, почему этот вопрос у меня возник? Конечно, это связано с релизом новой модели Gemini Embedding 2. И это не обычная модель для эмбеддингов, это мультимодальная модель, которая может работать сразу с текстом, картинками, видео, аудио, документами. И я, по-моему, нашел прикольный способ продемонстрировать и показать это. Друзья, только у меня для вас 3 базовых условия. Лайк оставляем там внизу, подписываемся на канал, оставляем комментарий, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Это очень важно. Погнали. Давайте чуть про теорию. Google заявляет, что его мультимодальная модель работает таким образом, что вне зависимости от того, что мы будем давать ей на вход, будь то это наш PDF-файл, либо Word-файл, картинка, аудиозапись, даже видеозапись до 2 минут, модель сможет векторизовать эти документы, отдать нам векторы, и мы сможем осуществлять поиск по ним вообще любыми средствами и способами. Давайте подумаем, каким образом это работало раньше. Мы с вами много раз строили автоматизации, которые могут переваривать и документы, и картинки, и видео, аудиофайлы, но раньше мы чаще всего поступали таким образом. Если это был текстовый файл или PDF, мы забирали его контент, векторизовали, после этого работали с ним. Если это была картинка, мы использовали другие модели для того, чтобы векторизовать картинки и потом начать с ними работать. Если это были картинки в файлах, тогда мы сначала доставали картинки, описывали их с помощью одной нейронки, векторизовали описание с помощью другой нейронки, складывали в нашу векторную базу. Если это было аудио, мы транскрибировали, векторизовали, ну и так далее, и так далее. Вообще говоря, такие системы работают нормально, мы их построили немалое количество, но поддерживать их, вообще такое себе удовольствие. Поэтому на смену такому подходу приходят мультимодальные модели. Мы должны понимать, что они работают совершенно не так, как мы себе представляем. Они не пытаются транскрибировать аудиофайлы либо видеофайлы для того, чтобы потом векторизовать. Они не пытаются описывать картинки для того, чтобы векторизовать эти описания. Они не достают отдельно картинки из файлов для того, чтобы векторизовать отдельно картинки и сами тексты. Вместо этого, независимо от типа входа, они векторизуют документы в их естественном формате и помещают эти векторы в единое пространство векторов. То есть для модели все типы входов, которые мы подаем, являются идентичными с точки зрения работы. И это вообще меняет то, как мы работаем с RAG и векторизацией. Google сразу выкатили документацию, как правильно с этим работать. Тут все, как они любят, фиг разберешься сразу, но в принципе можно разобраться. И так как нам нужно освоить вообще базу мультимодальности, почему это так круто, мы с вами все сегодня построим в N8N. Давненько мы им не пользовались, не будем хайповать на Claude Code, а сделаем все прям брутально, так как мы любим, чтобы разобраться. Кстати, все ресурсы, которые мы посещаем в бесплатной телеге, ссылка в описании. Также обязательно проходите наш мастер-класс по N8N и по Claude Code, они все входят в материалы про сообщество, ссылка тоже в описании. И в документации нам Google рассказывает, что вы можете векторизовать тексты, разбитые по чанкам, либо одним куском, либо в ту же самую модель прокидываете картинки, предварительно ничего с ними не делая, только предварительно сконвертировав в Base64. А если у вас аудио, то тоже предварительно никак не готовьте, просто сразу закидывайте нам его. А если у вас видео до 2 минут, тоже с ним ничего не делайте, просто к нам закидывайте. А если у вас документ, тоже ничего не делайте, просто к нам закидывайте. В общем, звучит как магия. Я подумал, а что если мы прямо в телегу будем закидывать хоть видео, хоть фото, хоть PDF-ки, хоть что угодно, хоть голос, и попробуем через эту модель векторизовать все наши данные. Накидываю себе ноду Telegram, нажимаю «Выполнить шаг», иду в Telegram, говорю «Привет», смотрю, да, все прилетает, класс. Дальше мы делали это с вами 1000 раз, нужен свитчер. Свитчер будет определять, какой контент к нам прилетает, и в зависимости от этого пускать наш workflow по той или иной ветке. То есть тут явно будет текст, поэтому нажмем «Выполнить» и видим, что текст у нас определился, то есть все правильно определяется. А дальше накидываем ноду HTTP request, и здесь вообще ничего не будем писать, нажмем import from curl, ищем тип запроса для того, чтобы векторизовать текст, забираем его, возвращаемся, вставляем, нажимаем импорт. И вот у нас теперь есть готовый запрос, сюда нужно будет вставить в поле X Google API Key сам ключ. Идем в aistudio.google.com, переходим на get API Key, создаем get API Key, и копируем. Возвращаемся в N8N, вставляем этот API-ключ. Дальше нам тело запрос прокинуло все. Единственное, вот все, давайте прокинем expression. То есть, чтобы сам текст попадал к нам в запрос, прямо сюда его закидываем. Теперь, если нажмем execute, то нам Google возвращает наши векторы. Скажете, все как обычно, но это только начало. Что если мы захотим документ векторизовать? Вот, если я подготовил какой-то PDF-файл, здесь картиночка, здесь текст есть, и я сейчас вообще ничего с ним не делаю, векторизую его. Беру, закидываю в телегу и отправляю этот файл сюда. Возвращаюсь, нажимаем «Выполнить автоматизацию», и нам прилетает наш файл. Отлично.
Теперь наш свитчер должен нас пустить по веточке документ, он это и делает. Нам нужно теперь скачать документ. Выполняем шаг в ноде get и file. Наш документ скачивается как бинарник. А дальше, помните, нам Google говорит, дай нам PDF, ничего с ней не делай, просто в base64 конвертни, дальше мы разберемся. Добавляем ноду extract from file, вообще тут ничего не меняем. И тут выбираем move file to base64 string, выполняем эту ноду. И вот у нас был бинарник и наш base64. И ровно как и в прошлый раз, мы в ноду закидываем наш PDF-файл. Вот он. А вот здесь у нас хранится base64 строка. Выполняем. И Google нам возвращает векторы. То есть, помните, в том файле были тексты, картинки, что-то еще. Google, не разбираясь, просто вернул вектор. У меня возникла идея, давайте сразу это сохранять в нашу Supabase. Google рассказывает в документации, что можно хранить эти эмбеддинги вот в этих BD, но нас не проведешь, мы знаем, что и в Supabase можно хранить. Добавляю ноду execute SQL query, предварительно там создал векторную сеть-таблицу, ровно как и всегда, и закидываю туда эмбеддинги. Обратите внимание, контент я даже не буду кидать, просто название файлов-то прокину. Вот название файла, вот эмбеддинги, выполняю. Давайте еще два файла добавим. Вот один. Вот такой будет второй. И вот такой будет третий. Тут как кладовка нарисована и тоже какие-то тексты. Закидываю все файлы в телегу и по такой же точно цепочке векторизую их и сохраняю в базу. И вот у меня в базе 3 эмбеддинга. 1, 2 и 3 PDF. И вот они сами векторы. Больше ничего в этой базе нету. Теперь настает время магии. Добавляю chat-триггер. Просто это место, где я буду писать свои запросы. Мы-то с вами 1000 раз строили RAG, поэтому знаем, как работает векторизация. Добавляю еще одну ноду обращения к Google API. К модели Gemini Embedding 2, но тут я векторизую свой вопрос. Зачем? Для того, чтобы сделать Similarity Search по документам, которые уже есть в моей базе. Как делается Similarity Search? Можно через обычный SQL запрос тоже. Мы обращаемся к той же самой таблице Documents 4 и делаем по эмбеддингам Similarity Search, сравниваем эмбеддинг нашего запроса и эмбеддинги, которые есть в базе. И будем возвращать только самый первый релевантный вариант. Давайте сделаем что-нибудь простое. Я вижу в третьем файле есть текст, который говорит про подготовленные кладовые помещения. Что если заберу прямо этот текст, перейду в чат и скажу подготовленные кладовые помещения, нажму Enter, и мне модель говорит, это в третьей PDF-ке. Ну, ожидаемо. Ничего такого, правильно? Секунду. А вот у меня второй файл, здесь вообще есть карта. А что если? Я скажу, а где есть карта, дружок? Какой ответ? Во втором PDF. Так, уже поинтересней. А мы-то видим, что это картинка, никакой не текст. И нигде не написано словами, что это карта. Продолжаем тесты. Вот у нас картиночка номер 1, и здесь здание. Пишу «красивые здания». Это, конечно, первая картинка. Картинка номер 3, и здесь какие-то шины валяются. А где же шины? Говорю я. Да, конечно, они на третьей PDF-ке. Мне кажется, вы уже хватаете суть. Это мультимодальная модель. Совершенно не беспокоится о том, что попадает ей на вход. Она помещает все, что там есть, в единое векторное пространство, так же, как и ваш запрос. И в этом едином пространстве она ищет самые близкие векторы по расстоянию. Скажите еще, как мультимодальность проверить? Ща вообще будет топ. А давайте-ка мы шины найдем. Делаю скриншот этой шины, возвращаюсь к нам в телегу, шлю эту шину туда, ловлю ее в телеге, скачиваю фотку, превращаю в base64, получаю векторы своей фотки, и по этим векторам делаю поиск подобия. Выполняю. И знаете, что больше всего похоже на шину? Файл 3PDF. А знаете, как он выглядит? Это файл с шинами. Мне кажется, вы понимаете, о чем я. Это просто бомбически. Последний тест — голос. А что там по набору с инструментами? Отправляю к нам в Telegram, ловлю, иду по веточке голос, скачиваю файл, конвертирую в base64, векторизую, предварительно не транскрибировав прямо аудиофайл, и делаю поиск подобия по голосу. Выполняю. 3. Коробочка с инструментами. А знаете почему? Потому что на третьем файле у нас есть коробка с инструментами. Кстати, если вам будет интересно поиграться, вот эту автоматизацию я положу себе в бесплатную телеграм-группу тоже. Мне кажется, мы с вами прикольно, наглядно увидели, что значит мультимодальность в полном ее смысле. Поэтому обязательно изучайте инструмент, подписывайтесь на канал, проходите мастер-классы, забирайте бесплатные материалы и до скорых встреч!